Привет! В этом видео будем шить двустороннее гнездышко со съемным матрасом. Оно очень вместительное, удобное и подходит для новорожденных. Для гнездышка я взяла ткань 100% хлопок. У меня две расцветки, здесь мятный и молочного цвета. У меня будет гнездышко двустороннее. Также выкройку я перенесла на картон, мне так удобнее, чтобы постоянно не делать разметку на ткани. Я сделала на картоне. Подробную схему с размерами я оставлю в описании под видео. Перед раскроем ткань я хорошо проутюжила с утюгом с паром. Сложила пополам. Прикладываем выкройку и обводим по контуру. В выкройке уже учтены припуски и припуски на кулиску. Нужно обвести по всему контуру. Также нужно будет обвести часть, где будет у нас матрасик. То есть вот эту часть тоже всю прорисовываем. Но по ней вырезать не нужно. То есть когда уберем, здесь будет обрисовка. И просто обводим по выкройке. Теперь вырезаем нашу заготовку. Две детали я выкроила, сложила их лицом к лицу, сколола булавками по всему периметру. И поскольку у меня будет гнездо со съемным матрасом, сейчас нужно обработать вход для матраса. Здесь я буду обрабатывать на оверлоке отдельно одну часть и отдельно вторую часть. Либо можно в подгибку это обработать, то есть два раза подогнуть. Я буду обрабатывать на оверлоке. Затем, после обработки входа, нужно прошить, начиная от края по всему периметру, по ободу и заканчивая здесь. Также нужно прошить с этого края, доходим до линии входа, где будет вставляться матрас. Здесь примерно 1,5-2 сантиметра нужно вшить как бы вперед и зайти к букве П, как бы вот сюда. То есть вы заходите, и здесь нужно будет прошить вот сюда немножечко, примерно на 0,5 прошить с одной стороны и также здесь с другой стороны. То есть линию здесь машинной строчкой идете и здесь заканчиваете. Беру одну часть и завожу под оверлок. Вот что должно получиться. То же самое со второй частью. Теперь на ширину лапки примерно 0,5-0,7 прокладываем строчку по всему периметру. Теперь прошиваем на внутренней части. Здесь оставляем открытым. Здесь будем через это отверстие наполнять холофайбером. И здесь также немного заходим. Можно поменьше, здесь я сильно много нарисовала. Разворачиваемся. И примерно на сантиметр, на 1,5 нужно зайти вот сюда. Разворачиваемся и как бы скрепляем. Вот что должно получиться. Эти хвостики, они все обрежутся. Ну вот получается вот насколько меньше, да? Такой уголочек. Как бы прихватить те части, которые мы обрабатывали. И здесь нужно сейчас сделать надсечки с одной стороны и с другой, как бы в уголок, не доходя до строчки.
Вот таким образом. И также теперь со второй частью. Теперь гнездышко нужно вывернуть. Смотрите, вот что должно получиться на этом этапе. Гнездо я вывернула на лицевую сторону. Сейчас будем прошивать место там, где будет вставляться матрас. Низ мы обработали, он потом подвернется вот сюда. Здесь видна разметка, вот как раз она начинается, как бы идет продолжение линии. По этой линии я сколю булавками и буду прокладывать строчку, такой полуовал, и заканчивать здесь. Это и будет место, где вставляется матрасик. Затем для кулиски я примерно 2-2,5 сантиметра буду прокладывать строчку прям поверху, по ткани. То есть отступаю 2 либо 2,5 сантиметра и прокладываю строчку по всему периметру и заканчиваю с другой стороны. Нужно хорошо вывернуть будет всю ткань, чтобы она не заворачивалась, прям ровненько, и прокладывать строчку будем. Но для начала пойдемте сделаем место для матрасика. То, что мы здесь сшивали уголок, как раз здесь закрыто. И мы начинаем прям вот с этого уголочка прокладывать строчку. Теперь я буду прокладывать кулиску. Здесь я немного подгибаю, примерно 1 сантиметр. И ориентируясь на машинку, я буду прокладывать строчку. Я возьму 1,5 сантиметра. Я буду вставлять сюда репсовую ленту, для меня это будет достаточно. Если вы будете шить хлопковую ленту самостоятельно, то можно побольше взять расстояние. Когда я завершаю, здесь с другой стороны тоже подворачиваю примерно на сантиметр. Гнездышко практически готово. Сейчас нужно вдеть ленту в кулиску. Я взяла репсовую ленту, 3 метра у меня длина, и с помощью такого приспособления буду вдевать. Ленту я уже вдела в кулиску. Гнездышко будет со съемным матрасом, и здесь я буду использовать кнопки. То есть я сюда поставлю пару кнопок. Также вы можете сюда сделать контактную ленту, либо вшить замочек. Я буду пользоваться кнопками. Сейчас аккуратно я подогнула краешки, чтобы они были равномерно. И буду вставлять кнопочки на одинаковом расстоянии с одной и со второй стороны. Кнопочки я поставила, они хорошо отщелкиваются. Сейчас откладываем это в сторону, и нужно будет подготовить дно для гнездышка. Для матраса я использую халкон плотностью 600 грамм. Я беру лекало, прикладываю и по контуру обвожу. Этот наполнитель мне очень нравится, его можно стирать в машинке, как с самим гнездом, так можно и его вынимать. Он хорошо держит форму, если какие-то заломы, это хорошо все распаривается утюгом с паром, то есть он хорошо держит форму. А теперь нужно примерить само гнездышко. Матрасик я уже вдела. Вот он такой получается с одной, со второй стороны. Он в меру жесткий, хорошо держит форму. Сейчас осталось только набить
наполнителем. В качестве наполнителя я взяла шариковый холофайбер. И сейчас плотно нужно набить гнездышко. Гнездышко я наполнила холофайбером. Обратите внимание, чтобы оно было очень упругим, побольше, прям хорошо наполняйте, чтобы оно не потеряло форму после стирки. Прямо побольше, чтобы оно было упругое. И в конце здесь я немного побольше сделала и вперед протолкнула для того, чтобы здесь можно было свободно закрыть. Можно здесь вручную зашить потайным стежком или пройтись на машинке. Я буду закрывать на машинке с одной стороны и также с другой стороны. Туда подальше, вовнутрь подбить наполнитель, подогнуть вот этот краешек и просто прошить на машинке. Краешки на ленте здесь нужно будет подрезать аккуратно и опалить, чтобы они не сыпались. Вот и гнездышко готово, двустороннее. Края я зашила на машинке с одной, со второй стороны. Гнездышко готово. Вместе с этим гнездом я сшила комплект в детскую кроватку. Пойдемте посмотрим, как выглядит это все вместе. Вот такое гнездышко у нас получилось. Оно двустороннее, со съемным матрасом. Так же, как сшить валик и простый на овальный матрас, вы найдете на моем канале или по ссылкам в описании. Спасибо вам за просмотр. Оставайтесь со мной, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!